Плесень в доме – это не просто некрасиво, а еще и опасно для здоровья. Всем привет, друзья! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я расскажу, чем опасна плесень и покажу, как можно избавиться от плесени в домашних условиях с помощью простых, доступных ингредиентов. Плесень – это грибок, который активно растет во влажной среде. Она может быть черной, зеленой, серой. Плесень способна вызвать аллергию, кашель, насморк. Из-за нее могут появиться проблемы с дыханием, головные боли или хроническая усталость. Кроме того, она разрушает стены, откосы, силикон и межплиточные швы. Поэтому плесень нельзя просто смыть водой, ее нужно именно уничтожить. И сейчас я покажу вам, как именно. Обычный столовый уксус – одно из самых эффективных средств против плесени. Налейте немного уксуса в емкость и, не разбавляя, обработайте щеткой пораженные плесенью участки. Или можете налить уксус в распылитель и использовать его для обработки плесени. После обработки оставьте на 1 час. Когда пройдет время, возьмите щетку и приступайте к очистке. Мне окно удобно чистить зубной щеткой. Уксус создает кислую среду, он убивает споры грибка и предотвращает повторный рост плесени. Кстати, перед обработкой не забудьте надеть перчатки и по возможности откройте окно, либо включите вытяжной вентилятор. Если у вас плесенью поражен большой участок, тогда наденьте маску. После очистки протираю окно влажной тряпкой. Если у вас плесени было много, тогда процедуру нужно повторить еще раз. Если вы не любите запах уксуса, тогда, чтобы избавиться от плесени, можете использовать перекись водорода. У меня 3%. Она разрушает структуру плесени, уничтожает бактерии и поможет осветлить темные пятна. Я ей очищала межплиточные швы в ванной от плесени. Эффект был потрясающий. Посмотрите сейчас видео, которое появилось в подсказке справа. Итак, обрабатывайте перекисью ватные диски, вату, кусочки ткани можете взять, желательно светлой, и облепляйте ими поврежденные участки. Либо можете налить перекись в распылитель и обрызгать поверхность. Дальше дайте перекиси поработать минут 30, очищайте поверхность мягкой щеткой и протирайте влажной тряпкой. Послушайте, как перекись начала шипеть. Это нормально, значит, она работает. Я обрабатываю откос, и если я сейчас начну щеткой его чистить, то сниму краску, часть шпаклевки, и здесь будет яма. Поэтому оставляю вату с перекисью на откосе до полного высыхания. Итак, вата у меня уже полностью сухая. Протираю ей откос. А подоконник вытираю просто влажной тряпочкой. Смотрите, черные точки – это уже мертвые следы, но не живая плесень. Как понять, плесень живая или это просто следы? Если точки не меняются, поверхность ничем не пахнет и сухая, то это следы. Чтобы от них избавиться, нужно переделать откос или стену. Причем использовать при этом нужно специализированные влагостойкие составы с фунгицидными добавками. Если же точки будут увеличиваться, появятся новые, вы почувствуете запах сырости, поверхность снова потемнеет, значит плесень живая и необходимо повторить обработку. Помимо окон, плесень еще может появиться за шкафами, если стена промерзает, на потолке в ванной, на балконе, возле труб и еще много где. В зависимости от поверхности нужно подбирать способ очистки. Например, уксус – это кислота, поэтому он разъедает поверхность и может оставить пятна. Его нельзя использовать на мраморе, натуральном камне, граните и на натуральном дереве без защиты.
Перекись, она отбеливает, поэтому ее не нужно применять на лакированных поверхностях, на темных тканях и на окрашенных стенах. А вот для затирки и откосов она отлично подходит. Вот такую окрашенную стену от плесени я обрабатываю уксусом по тому же принципу, как обрабатывала резинку на окне. Что касается стен, то после того, как удалите плесень, их нужно будет перекрасить и, возможно, отшпаклевать. Если у вас плесень на обоях и после обработок она возвращается, тогда нужно снимать обои и убивать плесень специальными составами, которые глубоко проникают в стену. Если плесень на силиконе, убирайте силикон, обрабатывайте поверхность, уксус или перекись подойдут, и силиконьте по новой. Конечно, если не убрать причину появления плесени, то она снова вернется, поэтому регулярно проветривайте. В ванной не забывайте про вытяжку и вытяжной вентилятор, не сушите белье в закрытом помещении, протирайте конденсат на окнах, утепляйте стены и можете купить осушитель воздуха. Чтобы защитить поверхность от плесени, возьмите 100 мл теплой воды и треть чайной ложки соды. Этим раствором нужно протирать поверхности после их полного высыхания. Сода создает щелочную среду, а плесень ее не любит. Смывать данный раствор не нужно, просто дайте ему полностью высохнуть. Теперь вы знаете, как избавиться от плесени безопасно и эффективно. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с плесенью и как именно вы с ней боролись. Если видео было полезно, ставьте под ним лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди еще много полезных лайфхаков для дома. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.